Валар Моргулис, друзья! С момента, как закончился 7-й сезон Игры Престолов, прошло уже чуть больше 2 месяцев, и за это время появилась некоторая интересная информация о съемках 8-го сезона. И именно этим новостям и посвящен данный ролик. В видео не будет спойлеров, лишь интервью актеров, их появление на съемочных площадках и некоторые слухи. На данный момент нет правдивого слива сценария или сюжета, все, что сейчас гуляет по сети, это фейки. Начнем с новости по 7-му сезону. Игра Престолов снова установила рекорд по просмотрам, и 7-й сезон в этом году несколько раз бил собственные же рекорды. Финальный эпизод 7-го сезона в первый 9-часовой показ посмотрели чуть более 12 миллионов зрителей, а средняя легальная аудитория сериала в США на данный момент составляет 31 миллион зрителей. Но это только аудитория, заплатившая за просмотр, любителей же халявы намного больше. По данным компании Musso, занимающейся защитой авторских прав, статистика по просмотрам серии выглядит немного иначе. Итого, 7-й сезон Игры Престолов может похвастаться рекордной просматриваемостью. По данным на 3 сентября 2017 года, число просмотров всех серий 7-го сезона составляет 1 миллиард. И этот рекорд в очередной раз подтверждает статус Игры Престолов как самого популярного сериала в истории телевидения. Как мы знаем, в HBO сейчас идет работа над 5 сценариями спин-оффов к Игре Престолов. Авторы 4 из них известны давно. Это Джейн Голдман, Брайан Хельгеланд, Макс Боренштейн и Карли Рэй. Имя 5-го сценариста до недавнего было неизвестно. Но совсем недавно все карты были раскрыты, и стало известно, что 5-м автором стал Брайан Когман. Вот как Джордж Мартин о нем отозвался. Дэвид Бенниф и Дэн Вайс взяли Брайана в помощники еще до премьеры первой серии и даже до начала съемок пилотной серии. Скромно начав, со временем он стал штатным сценаристом, редактором сценария, сопродюсером, продюсером и куратором съемок. Неформально же он всегда был хранителем истории, знающим канон лучше всех, исключая меня, хотя иногда я в этом не уверен. Для Игры Престолов он написал сценариев больше всех, уступая лишь Дэну и Дэвиду. Если последние 7 сезонов они являются полноправными королями Вестероса, то Брайан Когман, несомненно, принц Драконьего Камня. Когман стоит за такими сценами, как суд Тириана, разговор Джейма и Бриенны в бане Харенхола, а из последних – возвращение пса в 6-м сезоне и морское сражение в 7-м. Джордж Мартин работает со всеми авторами, с кем-то плотнее, с кем-то меньше. Но пока точно нельзя утверждать, какой из сценариев утвердят и в каком году выйдет наследник Игры Престолов. На данный момент HBO все свое внимание уделяют завершающему сезону Игры Престолов. Джейн Голдман на вопрос, будут ли в ее спин-оффе характерны ее другим проектам юмор и насилие, ответила, что ей нравится писать в таком стиле, и было бы небрежно с ее стороны их не включать. Поэтому да. Напомню, Джейн Голдман – автор сценариев к нескольким частям Людей Икс и Кингсмен. Муж Джейн, комик Джонатан Росс, в недавнем интервью сообщил, что она уже завершила работу над сценарием своей пилотной серии. Начался поиск актеров на новые роли. Известны такие персонажи. Северная девочка, роль с репликами и северным акцентом, выросла в семье воинов, бесстрашная, прямолинейная и с боевым характером. Съемки с этой ролью пройдут неделю, начиная с 17 ноября. Мальчик вырос в бедной семье и должен сражаться, чтобы добиться места в этом мире. Он в хорошей физической форме и будет в нескольких сценах. Нужен актер, который будет затмевать всех остальных в своих сценах. Съемки с ним назначены на последнюю неделю ноября и на последнюю неделю декабря. Наемник, харизматичный, хладнокровный и уважаемый окружающими воин. Требуются навыки верховой езды. Появится в 2 сериях. Съемки в течение недели с 11 декабря и позже в мае и июне 2018. Стражник, высокий и крепкий, уверенный в себе и своих навыках. Нужен белый актер с военной выправкой для съемок 1-2 ноября в Испании в небольшой сцене с основными героями. Честный крестьянин, простой трудяга, съемки в течение недели с 17 ноября. Бойкая и сексуальная северянка, для съемок в запоминающейся сцене с одним из ведущих героев. Съемки в течение недели с 6 ноября. Стражник-северянин, небольшая сцена с одним из главных героев. Съемки в первую неделю декабря. Стражник, крепко сложен и умеет постоять за себя в любой драке. Требований к акценту нет. Съемки в первую неделю декабря. Мореход, грубый моряк с обветренным запоминающимся лицом. Съемки с 11 декабря в течение недели. Список персонажей не очень интересен, так как большинство главных героев уже введены в повествование, и почти все перечисленные герои не сыграют какой-то важной роли для сюжета. Но на одну деталь стоит обратить внимание – это дата съемок у наемника 35-50 лет.
У него съемки будут проходить в течение недели с 11 декабря и позже в мае-июне 2018 года. То, что съемки Игры Престолов продлятся аж до лета 2018 года, сообщали и The Hollywood Reporter. По их данным, съемки закончатся аж в августе. После будет идти постпродакшн. Обработка материала в предыдущих сезонах занимала 5-6 месяцев. А это получается, что 8-й сезон Игры Престолов появится на экранах не раньше февраля-марта 2019 года. Одной из причин таких затянутых съемок является наличие только одной съемочной команды вместо привычных двух. Иэн Гленн, он же Джорах Мармонт, в одном из своих интервью сообщил следующее. «Мы все начинаем занимать одну и ту же территорию, мы все в одних и тех же сюжетных линиях, и поэтому не можем иметь две съемочные команды. Съемки этого сезона займут больше времени потому, что будет только одна съемочная команда, из-за того, что мы все в одних и тех же сценах». Информацию о том, что съемки будут идти до лета, подтвердил и Лиам Каннингем. Также он сообщил, что финальные серии будут еще длиннее. Эпизоды точно будут масштабнее, и судя по тому, что я слышал, дольше. Мы будем сниматься до лета. Если подумать, в прошлом у нас было 6 месяцев, чтобы снять 10 эпизодов, а теперь у нас намного больше, чтобы снять всего 6 эпизодов. А это очевидно значит, что они будут дольше. Правда, Лиам уточнил, что длительность эпизодов пока не утверждена на 100%. Это будет известно, когда эпизоды будут отсняты и отредактированы. Стала известна личность вышеупомянутого наемника, съемки у которого будут идти аж летом 2018 года. Это капитан наемного отряда Золотых Мечей, за которыми в СС отправился Эурон, и зовут его Гарри Стрикланд по прозвищу Бездомный Гарри. Судя по всему, образ капитана наемников из книг, толстого, лысеющего и больше хитрого, чем доблестного командира, не будет совпадать и с сериальным лидером Золотых Мечей, харизматичным, хладнокровным и уважаемым воином в исполнении немецкого актера Марка Рисмана. Гарри Стрикланд появится в 2 эпизодах финального сезона. 16 октября не стало британского актера театра и кино Роя Дотриса, исполнявшего в Игре Престолов роль Пироманта Галлина. Это была последняя роль актера на телевидении. В Variety в статье, посвященной стоимости производства современных сериалов, объявили, что финальный сезон обойдется HBO примерно в $90 миллионов. Точно сказать, много это или мало, пока что сложно, так как нужно отталкиваться от длительности эпизодов. Но для сравнения можно упомянуть суммы из прошлых сезонов. Например, стоимость серии в первом сезоне была $6 миллионов, а в шестом – $10 миллионов. Если брать во внимание, что 7-й сезон обошелся создателям в сумму около $100 миллионов, а это около 14 миллионов за серию, то сумма в 15 миллионов за эпизод в финальном сезоне не кажется какой-то заоблачной. Основная причина удорожания производства – рост гонораров участников съемочного процесса. Причем речь не только об актерах, режиссерах и продюсерах, но вообще обо всех занятых на съемках людях. Если вы рассчитываете увидеть в 8-м сезоне Daarиона Харриса, то делаете это зря. В аудиокомментариях на Blu-ray издании 6-го сезона при просмотре сцены прощания Дейенерис и Daario, Дэн Вайс комментирует, что Daario просто уходит из сериала. Михель Хейсман, ака Daarиона Харрис, позже в одном из интервью сказал, что он разочарован, что ушел без крутой сцены смерти. Официально объявлены режиссеры 8-го сезона. Это Дэвид Наттер, Мигель Сапочник, и финальный эпизод снимут Дэвид Беннеф и Дэн Вайс. Мигель Сапочник снимал в Игре Престолов самые лучшие боевые серии – «Битву в суровом доме» и «Битву бастардов». Наттер в этой кампании снял больше всех серий Игры Престолов. Именно ему доверили «Красную свадьбу», «Покаянное шествие Серсеи» и трагическое завершение сюжетной линии Ширен. Ну а Беннеф и Вайс, хотя имеют весьма скромный самостоятельный опыт в режиссуре, все-таки являются создателями сериала. Лиам Каннингем в новом интервью для IGN рассказал, что актеры не смогут открывать и читать свои сценарии вне студии в Белфасте из-за новых мер безопасности. Также для предотвращения сливов будет снято несколько фальшивых финалов, рассказал программный директор HBO Кейси Блойс. Вот как прокомментировал Николай Костер-Вальдау новости о съемках разных концовок. Думаете, это правда? Мне это кажется глупым, я в это не верю. Я не читал сценарий, но если они не будут показывать эти концовки, которые могут быть сюжетным поворотом, они не станут впустую тратить деньги. Они ведь знают, как дорого все это стоит. Вы же не станете тратить $100 000 в день на съемки того, чего не собираетесь использовать. Этого не будет. Дэвид Беннеф и Дэн Вайс также рассматривают возможность использования специально обученных орлов для борьбы с подсматривающими с дронов фанатами и журналистами. Формально полет дронов над территорией главной студии Игры Престолов уже запрещен, но кого волнуют запретительные таблички?
Пока же места съемок ограждают высокими заборами, но иногда все же удается заснять процесс возведения декораций. На данной фотографии, например, можно увидеть строительство Винтерфелла в Манеглассе. В сети от некоторого анонимного источника появилась интересная статья, в которой он утверждает, что видел раскадровки к 3 сценам. В первой сцене Джон, Дейенерис и компания прибывают на корабле на север. Джон и Дани смотрят на дракона в небе. Вторая сцена будет зеркальным отражением фрагмента с 7-го сезона, где Джон гладил Дрогана. Только на этот раз Дейенерис будет ласкать призрака. Третья сцена также будет в Винтерфелле, но на этот раз в кадре будут Джон, Дейенерис и Ария. Предположительно, у них будет какой-то интересный диалог. Драконы будут лежать рядом. Также этот источник пишет, что видел рабочие названия первых 3 серий: Кракен, Союз льда и огня, Винтерфелл. Эмилия Кларк перекрасилась в блондинку. Теперь она и в реальной жизни похожа на свою героиню. Но в сериале, скорее всего, у нее, как и раньше, будет парик, так как ее волос недостаточно для прически Дейенерис. Еще в сентябре началась работа над декорациями в студии Line & Mill, где снимали Риверан, Утес Кастерли и Морское сражение. Идет работа также над полем, где снимали осаду Риверана. Покрывают земли и грязь около реки. Также вовсю идет работа в Titanic Studios в Белфасте. В Северной Ирландии и в Манеглассе завершились работы над съемочной площадкой Винтерфелла. В этом сезоне замок построили куда больше, чем в предыдущих. В нем достроили стены и башни. Раньше их никогда не было, кроме одного фрагмента стены, где стояли Санса и Ария в финале 7-го сезона. Этот фрагмент убрали и вместо него построили целый фасад замка и с ним башню и новые стены. Все это сделали для физического взаимодействия актеров с этими местами. Раньше они обходились без этого и просто дорисовывали все графикой. Также окрестности вокруг замка покрыли снегом. Все это, скорее всего, делается из-за того, что в Винтерфелле и его окрестностях будет происходить какой-то экшен, и персонажам предстоит бегать по стенам и башням замка, что наталкивает на мысли об осаде Винтерфелла белыми ходоками. В основной студии Белфаста замечена дотракийская хижина. Также говорят, что внутри находится хижина большего размера. Скорее всего, дотракийцы доберутся до Винтерфелла и разместятся у стен замка. На данный момент в каменоломне Уолф-Хилл, где снимали Ледяное озеро, пока ничего не изменилось. Снаружи студии в Белфасте был замечен требушет. Получается, что в 8-м сезоне будет осада замка с участием людей по обе стороны воюющих, так как вряд ли у иных будут с собой осадные орудия. Хотя, учитывая наличие огромных цепей, с помощью которых достали Визариона, от иных стоит ожидать чего угодно. Снаружи главной студии в Белфасте на парковке начали строить новую съемочную площадку. Точно неизвестно, что это за конструкция. Не стоит полагать, что если стены кирпичного цвета, то это имитация Королевской гавани. Когда площадку достроят, стены могут перекрасить. На данный момент можно быть уверенными только в одном, что там будут снимать сцены с огнем, так как площадка находится на улице. В Белфасте 8 и 9 октября прошла читка сценариев со всеми задействованными актерами. Затем всю неделю проходили репетиции. Съемки должны были начаться 16 октября, но из-за урагана Офелия их отложили. На читке сценариев были замечены почти все актеры. Особенно интересно было узнать, что там присутствовали Ричард Дормер и Кристофер Хивью. А это означает, что Берик и Тормунд выжили. А в свете того, что на читке присутствовал и Бен Кромптон, он же Скорбный Эд, можем предположить, что Берик с Тормундом по стене доберутся до Черного замка. Эту теорию подтверждают сообщения, что 14 октября в каменоломне Мегараморн, где стоит съемочная площадка Черного замка, велась подготовка к съемкам. 23 октября стартовали съемки 8-го сезона. Сцены были в Винтерфелле. Фанаты заметили Джона, Давоса, Миссандею, Джона Ройса, Бриенну и Серого Червя. Хотя других актеров не видели, это не означает, что их не было. Ну и под конец немного новостей с личной жизни актеров. Кит Харингтон и Роуз Лесли, они же Джон Сноу и Игрит, объявили о своей помолвке. Правда, эта новость не стала какой-то неожиданностью, ведь они встречаются еще с 2012 года и полгода живут вместе в лондонском доме Кита. Пока дата свадьбы неизвестна. Кит Харингтон рассказал на шоу Джонатана Росса, что попросил продюсеров в будущем приостановить съемки 8-го сезона на время их свадьбы с Роуз Лесли, чтобы все актеры смогли прийти. Ты мой, а я твоя. Погибнем так погибнем. Но сперва мы поживем. Да, сперва поживем. В скором времени стоит ожидать еще одну свадьбу. Софи Тернер, она же Санса Старк, объявила в своем инстаграме о помолвке с музыкантом Джо Джонасом. Они встречаются с конца 2016 года.
И это была последняя интересная новость за последние 2 месяца, хоть как-то связанная с Игрой Престолов. Надеюсь, видео вам понравилось и было интересно узнать хоть крупицу информации о предстоящем сезоне. Также выражаю благодарность Тимофею Большеву за поддержку канала. Буду рад всех видеть в группе канала во ВКонтакте и на страничке в Инстаграм. Спасибо за просмотр, всем пока!